Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Итак, я сегодня буду играть на охотниках, но судя по тому, какие здесь легендарки, если честно, то сомнительная идея. Тут можно поставить и полный горн против охотников, и духов элементарно можно будет поставить. Почему я решил вообще сыграть на охотниках? Ну, первое, я хочу, наверное, попробовать через мантию короля поиграть, и, соответственно, через антимага, либо же через мартретку, либо же через синергию кунг-фу и МК. Ну, короче, посмотрим, как оно будет идти. Поэтому, ребят, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего вам дня. И, если что, эту игру я сейчас начинаю не один. Я ее начинаю с топ не один. Он у меня как кроличья лапка. Он мне придаст удачи и сил в этой игре. И весь... И всю черную полосу, так сказать, заберет на себя. Поэтому вот, погнали. Надеюсь, у меня все получится, то, что я затеял. Во-первых, здесь есть несколько реликвий, которые мне вот прям понравились. Это жезл Киры, сумка Пандамена. Ну и, в принципе, все на этом. Вот эти вот две реликвии, они мне нереально понравились. Вот. Почему именно так? Смотрите, ну, жезл Кира на самом деле сомнительно, конечно. Потому что в основном охотники все двухзвездочные. Однозвездочных охотников, соответственно, очень мало. Лучше, конечно, чтобы сумка Пандамена мне упала. У меня вот Мирана в 2 звезды со старта пришла. Вот это вот в действительности приятно. Так, это мы убираем, это мы тоже убираем, это нам не надо. Это мы тоже убираем. Ладно, понял, спасибо. На самом деле я хотел найти либо клевер, либо же палку первого тира, чтобы у меня было больше скорости атаки. Ну, надеюсь, сейчас с этих мобов мне упадет полезный предмет. Полезный предмет мне нужен, это молнии. Молнии 100%. Ничего больше, кроме молний. Не, можно маску берсерка, но на самом деле маску берсерка я бы хотел, чтобы она мне упала вторым предметом на 15-м раунде. О, молнии. Под заказ. Чисто под заказ сейчас молнии получил. Раз мне охотники сейчас не пришли, то я поставлю себе эльфов. Будет немного больше уклонений у меня, все такое. Будет, короче, вероятность, что переживу раунд намного лучше. Но на самом деле хотелось бы, чтобы мне все-таки было 3 охотника. Мог бы сейчас распродать весь свой стол. Так. Ну, как весь? Вот эти, короче, 4 фигуры распродать, кроме Мираны. И выйти в 20 монет плюс. Но мне... Ну, есть у меня большая вероятность, что я смогу этот раунд выиграть. Тут убийца Горн 2 звезды, поэтому нет. Возможности выиграть этот раунд исчерпаны. Но на самом деле я удивлен, он столько ударов уже сделал, ни разу стан не прописал. Это прям удивительно. Что, но это очень удивительно, то, что он ни разу столько станов не прописал. Все, понял. Не, на самом деле это удивительно. В действительности удивительно. Он столько тычек мне дал, и по итогу он мне ни разу стан не прописал. Так, олень пришел, олень мне надо. Олень это обалденный танк. И я поставлю агра. Если агра в 2 звезды получится собрать, то это будет вообще прекрасно. Потому что и под орка-охотника можно будет поставить, и под оленя неплохо зайдет. А там уже скилл показывает, Эмбера нашли. Сильно. Сильно. Скиллуха. Ну, как я говорил, что это скиллозависимая игра. Так что... Посмотрим, какой у меня будет сегодня скилл в этой игре. Но на самом деле хочется контент, поэтому я буду до талого сидеть в охотниках и что-то буду с этим делать. А вот что конкретно буду делать, не знаю. И загадывать не буду. Поэтому, ребят, ну, вы сами прекрасно все понимаете. И, кстати, чуть не забыл, важная новость. Во-первых, сегодня будет стрим в 6 часов вечера. Я всех жду, отмазок не принимаю. Запасайтесь все вкусняшками. И сегодня ж, ну, для вас это будет сегодня, для меня это будет завтра, выйдет патч. Патч баланса, ну, там много чего не поменяли, но я 100% сделаю обзор на него, поэтому ждите на канале обзор. Он будет коротким, ну, в принципе, в последнее время нормальных, адекватных патчей и не выпускают как-то, не знаю. Так, я надеюсь, я сейчас раунд выиграю, потому что я не хочу агра продавать. Вообще не хочу агра продавать. Тут по-любому нарисуется метовый ТБ, метовые инсектоиды. Тут гадалки не ходи, 100% это будет. Может быть, вот этот тот парень, который играет через Эмбера, он может что-нибудь другое собрать. Например, там, убийц. Ну да, в принципе, может и убийц попробовать собрать. Ну, посмотрим. Если Мамора ему упадет, и он соберет его в 3 звезды довольно-таки рано, то будет печально. Будет печально, будет больно, 5-я точка будет разрываться. Ничего делать. Кстати, Мирана с первой плюхи забрала Тинкера, хорошо. Ну как с первой плюхи? Короче, вы поняли.
Ой, как хорошо этот олень расплодился. Красота. 2400 хп у этого оленя. Но на самом деле, чем больше он плодится, вроде бы как бы хорошо, да? Но. Есть огромное но. Есть огромное но, потому что, смотрите, там же появится, получается, 5 целей. И эти 5 целей, если получат массовый урон, то все 5 целей, соответственно, получат урон. И этот урон, ну, просто хп снесет, нечего делать. Поэтому вот так вот. Это будет больно. Это будет больно, неприятно. Мне не нравится, конечно, что здесь есть убийцы, потому что убийцы для меня это на самом деле проблема. Проблема мирового масштаба. Убийцы меня будут разрывать. Убийцы отлично против охотников работают. И на самом деле прокаст отлично работает. Если мне повезет, и с первого раза я найду двойные клыки, будет идеально. Мне этот предмет понадобится, потому что против мета работают нечего делать. Против метового ТБ, против метовых инсектоидов. Прям идеально работает. А вообще мне нравится то, что тут такие слабые столы сейчас. Очень нравится. Нравится, потому что я смогу и на винстрик выйти. А если все красиво получится сделать, то я, возможно, даже себе сделаю несколько двухзвездочных персонажей. И у меня будет винстрик очень долго. Но, как назло, ну что-то должно произойти не так. Вот чуйка у меня есть такая. Ну, посмотрим, посмотрим. Загадывать не буду. Сейчас самое главное на 10-м раунде посмотреть, что мне упадет. Так, кроличья лапка на связи. Но тут я его должен вынести. На самом деле мне повезло с молниями. Ребята, если вы играете на охотниках и вам падают молнии, обязательно берите. Если вторая пара молний вам упала, тоже берите. Закиньте в другого охотника и будет прям 10 из 10. Потому что на охотниках вероятность, что сработают молнии, намного выше, чем у кого-либо другого. Но еще на Марсе может неплохо сработать. Поэтому 2 пары молний для охотников это то, что доктор прописал. Но если вы играете, допустим, через какую-то траксу, и вам упал предмет маска берсерка, то закидывайте в траксу и молнии, и маску берсерка, и получаете отхил. Ну, короче, вообще полностью жируете. Пока непонятно, что здесь собирается. Но для духов здесь игра идеальная. Тут есть, в принципе, и стан в виде варлока. Да и, в принципе, под кунку можно будет сделать этого духа 5. Я, кстати, давно не играл на духе 5. Надо будет как-то попробовать записать с ним контент. Давно не играл, серьезно. О, он с винстриком 5. Если щиты не прокнут, я заберу у него винстрик. Давай. Пожалуйста, жить. Жить! Стреляй! Молнии! 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 Ну, давай! Чуть-чуть! Ну! Во-первых, я сохранил свой винстрик. Во-вторых, я ему сбил винстрик. Ой, какая красота! Жизнь мед. Обалдеть. Вот это я понимаю старт. Вот это я понимаю обалденная экономика. Вы просто посмотрите. У меня 6 уровень. У меня 50 монет плюс. Если мне сейчас упадет сумка пандамент, это будет вообще 10 из 10. Будет идеально. Мамора мне не нужна в этой игре. Не хочу Мамору. Если бы мне ранее Медуза упала, я бы захотел Мамору. Но так мне Мамора не нужна. В принципе, если на 20-м раунде мне упадет Мамора... Хотя нет, тоже нет. На 20-м раунде мне не нужна Мамора, мне нужно что-то другое. Что-то явно помощнее. Сумка под домена неплохо зайдет. Сумку хочу, сумку. Если, конечно, сейчас не упадет. Ну, как я говорил, жезл Киры такое себе. Я возьму рыбалку, заблокирую сейчас себе ненужную синергию. Пока что убийцы заблокирую, но нужно будет сейчас посмотреть, что там надо блокировать. Лучше всего, чтобы фигуры 2-го тира заблокировать по большей степени. Так, сюда. Воины, а ну-ка, 4 воина, окей. Убийц 2. Все, я воинов блокирую. Потому что они мне, в принципе, и не нужны. Плюс я очень много воинов заблокирую, много лишних фигур уберу. Надо найти сейчас себе 6 охотников. Деньги у меня есть. Специально не ролился, пока что не определился с тем, кого блокировать. Тут парень на лустрике пришел ко мне. Меня это радует. Да хорошо, тракса сюда. Усиление есть. Поехали. Муэрта.
Но Муэрту как танка поставлю. Кстати, много кто не использует Муэрту прям на полную. Я, кстати, этот предмет скипну. Медальон я скипать не буду, потому что если я скипну медальон, нарисуются какие-то жрецы, и мне будет потом неприятно. Траксу надо собрать. Короче, какие фигуры я хочу собрать? Во-первых, орк-охотник, снайпер, Тракса и Мирана. Все в 3 звезды хочу собрать. Поэтому сейчас на 6 уровне ролюсь, потому что на 6 уровне шанс выпадения на зеленые фигуры 40%. Плюс я воинов заблокировал, ну прям то, что доктор прописал. Вот. Автопокупку сделаю. По поводу Муэрту, что я хочу сказать. Муэрту можно использовать как танка. То есть, когда она перевоплотится в свою форму, и если против вас много физического урона, то, соответственно, Муэрта может немного потянуть время. То есть, пока надо будет находиться в своей бестелесной форме, можно так назвать, то по ней не будет проходить физический урон. Соответственно, она может много впитать. Но если много магического урона, то, соответственно, это бесполезно. Тут, я думаю, как бы и без объяснения понятно. Ой, хорошо. Хорошо снайпер идет. Тьфу-тьфу-тьфу. Ладно, выдры пожертвую, потому что выдра мне в целом не нужна. Но я не знаю, собирать ли Муэрту или не собирать Муэрту. Я думаю, не стоит ее собирать. Может, если она в 2 звезды придет, то как танка можно ее будет использовать. Но в целом мне совершенно иные фигуры нужны будут. Да и в дальнейшем, в лейт-стадии, мне надо будут другие фигуры. Мне нужна будет Медуза по-любому, мне нужна будет Паучиха. А вот, кстати, рыцарь. А, рыцарь я выиграл. Хорошо. Потому что рыцарь какой-то, ну, довольно-таки огромный пришел. Куча двоек. 50 монет плюс. Сильно. Давай стреляй, щиты не прокать. Ай, какой ты снайпер. Видели, куда снайпер свою способность закастил? В лоу хп ЦК. Спасибо. ВРК. Ну, ВРК мне, если что, подойдет под мантию короля. Кстати, оленя продам. Дорого стоит. И я не хочу себе баф ниже пока что ставить. Ой-ой-ой. Ну, снайпер неплохо пока что идет. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока что. Ну, не, ладно, не буду, короче. Не хочу ВРКу. В принципе, если что, то я в будущем поставлю ВРКу. Почему я это говорю? Потому что, смотрите, если я найду себе мантию короля и антимага, это, конечно, очень рискованно будет. Прям очень рискованно. Тут уже Марси в 2 звезды. С талисманом. Неприятно. Неприятно, потому что я себе нормально так урона только что вернул. Он еще и через эльфов, кстати, играет. Я как раз недавно ролик с эльфами выпустил. Моя школа, получается. Ух ты, как хорошо снайпер идет. Если повезет, то в скором времени я соберу себе снайпера в 3 звезды. И орка-охотника. А может даже и Марси. Так, о чем я говорил? Я говорил по поводу мантии. Кстати, Абаддон будет через 6 богов. Ну, что-то как-то... Не, ну, в принципе, если я 9 охотников поставлю, то мне будет плевать на этого Абаддона. Я его разберу, нечего делать. Кстати, я, наверное, снайпера апну на скамейке. Я просто подумал о том, что, может, мне сейчас 2 яйца придет. И будет плюс 1 снайпер, я его рано в 3 звезды соберу. Но на самом деле... Это не нормально, в принципе. Нормально, в принципе, если снайпер придет мне в 3 звезды. Чем мне нравится снайпер именно в охотниках? Тем, что у него анимации полета снаряда нету. И он, ну, и вот этот вот снаряд, он моментально прилетает, и в это время он не летит. Это, соответственно, экономится время, и урон наносится намного раньше. Ну и дальность атаки, соответственно. Так, палка, отлично. Палка мне нравится. Лук. Я возьму лук. Медуза, хорошо вообще. Медуза это вообще прекрасно. В самом деле, выдру тоже можно было бы и оставить. Мне, кстати, клевер надо найти. Отлично. Пока что все идеально. Лук я взял чисто, чтобы у него была вообще огромная дальность атаки. А ну-ка, пароли, может, и без яйца апну. Понял. Все. Вот это вот красота. Отменное усиление.
Так, ну теперь остается только Траксу собрать. Мирану и Орка-охотника. Все. Я, кстати, Мэрту уже продам. Не нужна Мэрта. Медузу оставлю, чтобы не занимать себе стол лишними фигурами. В общем, снайпер закинул лук, чтобы у него была больше дальность атаки, и чтобы он самые дальние фигуры начал в первую очередь убивать. У охотников есть минус. Охотники начинают бить цель, у которой меньше всего хп. И вот есть здесь такая вот загвоздка. Когда останется жрец, допустим, да, он накинет свой щит, они будут вот этого лоу-хпшную фигуру бить до конца. До конца времен. Так, отлично. Яйцо. Ладно, через яйцо возьму апну. Мне надо усиление здесь и сейчас, чтобы свой винстрик сохранить. Винстрик мне нужен. Одной Мирана не хватает, чтобы ее в 3 звезды сделать. Отлично. Может быть, даже поставлю себе 9 охотников в этой игре. Не факт. Так, тут автопокупку на всякий случай сделаю. И на Траксу автопокупку сделаю. В лейт-стадии, наверное, все-таки сделаю себе Траксу. У Траксы приятный бонус в виде дополнительного урона и дополнительной скорости атаки. Поэтому Тракса как бы мне больше нравится. Но только есть один минус. Мне не нравится анимация полета снаряда ее. Но она долго летит, этот снаряд. И с этим могут быть проблемы. Вот если бы у нее было как у снайпера, это было бы вообще слишком жестко. Там, кстати, винстрик мне готовят. Я должен его спокойно вынести, этого Тинкера в 3 звезды. У меня все-таки есть 2 фигуры 3-звездочные, причем такие довольно-таки мощные. Плюс снайпер, который будет наваливать, будь здоров. Как-то так сделаю расстановку сейчас. В самом деле, я не в первый раз пытаюсь записать, если что, охотников. Это где-то, наверное, моя 3-я попытка записать охотников. Там уже Марси 2 штуки в 2 звезды. О, ко мне пришла сладкая булочка с винстриком. 5 из 9 Мамора. Окей. Ой, как Миран из стан залетел только что в Тинкера. Он АФК постоял. Сюда, мой сладкий с винстриком. Мне это нравится. Я думаю, кому бы еще не нравилось, да? Забрать винстрик, иметь свой винстрик. И кайфовать от жизни. Так, отлично. Мне одной траксы всего лишь не хватает для 3-звездочной траксы. Ну, пока что. Не хочу сглазить. Но все прекрасно. Абаддон в 3 звезды под 6 богами. Ну, надо будет ставить себе морских. По-любому нужно будет ставить себе морских против такого Абаддона. Но тоже не факт, что мне морские помогут против этого Абаддона. Если у него будет хороший предмет, это мой безоруж, цепочка, хекс, то это будет неприятно. Это будет очень неприятно. Так, метовый ТБ собирается. Он пока что слабоват против меня. На, минус 13. Я надеюсь, ты вылетишь и даже в топ-4 не зайдешь. В топ-3, точнее. Ой, хорошо. Так, Мирана апнулась. О, ну все, я упакованный. Там уже легендарные фигуры открывают, а я только еще на 6 уровне. Так, Сларка беру, потому что я буду сейчас идти уже в уровень. Поставлю себе немного морских, чтобы резать урон с навыков. 20% в принципе лишними не будут. Скорее всего, мне понадобится еще поставить себе волшебников, чтобы поставить себе 4 морских. То есть у меня будет такая сборка. У меня будет 6 охотников, 4 морских и, наверное, 2 чернокнижника, если я не найду никаких предметов на отхил. Давай, порадуй меня. Я возьму рейд ночных зверей. Почему сейчас я взял рейд ночных зверей? Во-первых, это куча денег будет на 25-м раунде. И второй момент, это будет куча предметов. Да, там будут предметы 2-го тира и тому подобное. Но меня это ни грамма не смущает.
Самое главное, это то, что там будет куча предметов, которые я смогу переделать, а если повезет, еще и нужный предмет упадет, допустим, гномья брошка, да, это плюс урон будет. Или маска берсерка. А лучше и то, чтобы не упало, и я Траксу сразу закирил. Что там у тебя? У тебя инсектоиды и Эмбер 6 из 9. Меня устраивает. ТБ тоже собирается. И, скорее всего, он будет на жрецах играть. Против жрецов тогда надо будет собраться. А, это топ не один нашел себе лешего. Окей. Окей. Не, ну будет классно, если с 25-го раунда мне выпадет и гномья брошка, и маска берсерка. И я сразу все предметы перекидываю в Траксу. Кстати, я думаю, ну, нет смысла держать эту реликвию, я ее сразу активирую, потому что в любом случае она будет работать только на 25 и 30 раунд. На 35 она никак не будет работать, к сожалению. Хотелось бы. Было бы прикольно 3 раза заабузить мобов. Ну, пока что 6 богов слабенько против меня. Пока что выношу. Кстати, надо, наверное, чернокнижников будет поставить все-таки. 2 чернокнижника пока что возьму. Пригодятся. И поставлю 2 морских. Чтобы не так больно было. И чтобы, ну, быть более уверенным в том, что меня так жестко не снесут. Потому что Абадон мне 8000 урона нанес. Там еще и Тинкер есть. Эльфов я не боюсь, в принципе. Эльфов я должен порвать, потому что напоминаю, что охотники это контрпик эльфам. Там уже Горн стоит у зверях. У зверях. Так, Тинкер в 2 звезды. Здорово, как дела? Сейчас Мирана на все лицо ему принесет станчик. На! Все, отдохни, молодой. И снайпер добил по итогу. Ну, кстати, Тракса без шмоток 5000 урона накидала. Снайпер со шмотками накидал 6. Может попробовать все-таки Траксу покерить. Ну, по крайней мере, лук я закину сейчас в Траксу, чтобы у Траксы была больше дальность атаки. Звери. Звери, конечно, неприятно. Против зверей может быть туго. Ну, у ТБшки двойные клыки есть. Если он сейчас на 25-м раунде этот ТБшка найдет себе наследие духа и драконий рог, это будет неприятно. Но я больше всего, наверное, опасаюсь инсектоидом. Инсектоид неприятный. 7 из 9 Мамора. Надо этого инсектоида выкинуть как можно быстрее. Так, отлично. На Марсе активировался талисман раньше времени. Это вообще прекрасно, потому что талисман это неприятно для меня. Так, паучиха есть, хорошо. Вместо выдры ставим. На следующем уровне я поставлю себе 2 чернокнижника, чтобы у меня был отхил. Марсе в 3 звезды уже, хорошо. Возможно, понадобится МКБ против Марси. Хоть у нее много уклонения, хоть у меня и охотники, но все-таки лучше иметь гарантию того, что ты 100% будешь попадать. Так, Винга у него там стоит. Сейчас самое главное, чтобы он не свапнул моего снайпера. Отлично. Там парень настолько в себе самоуверен, что он даже не пытался вингу переставить. Хоть он ко мне и не пришел сейчас-то по итогу, но все равно. Этой вингой можно руинить керри противника. Прям жестко руинить керри противника. Но инсектоид здесь слабый, денег нет у него. Он довольно-таки маленький. Думаю, инсектоид вообще сейчас проблем не составит. Но двойные клыки по-любому нужно взять против ТБ. По-любому. Ну и баф чернокнижников, естественно. Куда же без него. По идее, я должен спокойно справиться с мобами. Не должно быть каких-либо проблем. У меня есть 4 трехзвездочные фигуры. Все должно быть прекрасно. Я, кстати, денег немного сэкономлю, потому что мне просто нужен баф чернокнижников. Да, нормально, справился.
Жетон упал. True hero of justice always claims the final victory. Магический плащ возьму. Придется взять из-за Абадона этот магический плащ. Я, наверное, лук переделаю. И хпшку. Прекрасно. Прекрасно. Двойные клыки выпали? Отлично. Куча денег есть? Да, есть. Все. Инсектоида не боюсь, ТБшку не боюсь. С двойными клыками я должен разорвать его в пух и прах. О, еще и тайт есть в игре, обалдеть! Только кто нашел? Да я здесь даже и 6 морских могу поставить против Абадона того. Ну, 6 богов на самом деле я опасаюсь. 6 богов меня могут спокойно вынести. Элементарно 6 богов меня могут из контроля не выпустить. Поэтому в таком случае мне, возможно, понадобится поставить себе 6 морских. 4 100% надо будет поставить. 6 не факт. Кстати, жрецы. Вот жрецы неприятно. Так, ну это один... 2 жреца в игре. Вот оно как. Ну, надо искать медальоны. Я не очень хочу, чтобы мои фигуры дрались против друг друга. Но медальон, по всей видимости, не судьба найти. Зверей опасаюсь. Звери меня могут спокойно вынести. Вот. Ну, у ТБ уже есть 2 предмета, которые ему нужны. Ему бы еще, конечно, блинк убрать с этого ТБ. Но зачем оно надо, правильно? Кстати, мне как-то Тракса поболее нравится по урону. Я, наверное, все предметы пока что в Траксу закину. Хочу посмотреть, насколько больше урона она будет наносить. Ну, благодаря своей пассивке, которая дает и скорость атаки, и урона, должна намного больше урона наносить под предметами. Чё-то снайпер как-то так себе показывает. Ну, посмотрим. Расстановка, конечно, у меня идеальная, но... Пока пусть будет так. Марси в 3 звезды там уже собралась. Так, а вот и звери. А вот, кстати, и Горн. Хоть я и быстро этот Горн забрал. Больно. Ой, я, походу, проиграл. Ой-ой-ой, да, я проиграл, прикиньте. Вот тебе и звери. Он еще пока что не огромный, но по итогу вот тебе и звери. На самом деле найду Тайда какого-то условно. Тайд мне поможет. Так, медальон. Медальон берем. Так, что там у тебя по жрецам? Кабанчика у тебя нету. В 2 звезды, поэтому, в принципе, тогда медальон мне можно поставить в Мирану только. Потому что орк-охотник, Тракса и снайпер стоят по 6 монет. Шапки у него там тоже нет. Так что да, 6500 урона. Ну, снайпера почему-то быстро сбрили. Там сработал стан шейкера. И снайпером его моментально сбрили. Так, ТБшка. Ой, а что такое? А что такое? На самом деле у него просто еще предметы не очень. У него есть, по сути, только драконий рог и наследие духа огня. Никакого предмета на скорость атаки у него нет, и поэтому сейчас я его могу спокойно выносить. Но не было бы у меня двойных клыков, я бы уверен... Ну, буду уверен сейчас на 1000%, он бы меня снес. Не знаю, стоит ли сейчас поставить себе 4 морских. Жертвовать от хилом. Ну и... Там хекс. О, даже морские мне сейчас не помогут против хекса. Он меня не выпустит из своего хекса. Вообще. Только если каким-то чудом снайпер и Мирана с орком-охотником смогут этого Абадона очень быстро забрать.
А вот, кстати, и Абадон. Все, полетел Хекс. Он меня в вечном Хексе будет держать. Ничего не смогу сделать. Чуть-чуть. Да, вот тебе и 6 богов. Но благо, что у меня куча хп. Мне надо просто найти элементарно Тайда. Желательно в 2 звезды. Вот это я, конечно, уверенно говорю. Элементарно найти Тайда. Да-да. Вообще надо, наверное, предмет 5-го тира попробовать найти уже. Там уже есть дух пятерка. Но из плюсов у него пока нету двухзвездочного кабана. Если там будет двухзвездочный кабан, тогда будут проблемы. Я имею в виду, если что, орка-жреца. Ну, либо дух пятерка в 2 звезды. Это будет тоже неприятно. Но я надеюсь, он все-таки вылетит раньше. На самом деле, у меня сейчас очень много хп. Из-за того, что у меня идеальный старт был. Можно это так назвать. И был винстрик обалденный. Поэтому я такой огромный. Вот так вот, ребята. Скиллуха решает. Учитесь. Как же много денег. Так, ну тут мы сумку по-любому берем. Сумку берем по-любому, потому что на 10 уровне я буду ролиться. И буду находить себе фигуры уже. Мне, кстати, бы предметы переролить. Кстати, под охотников, если у вас, допустим, орк-охотник, и собрались ранние охотники, и упал башер 1-го тира, то не стесняйтесь закидывать этот башер 1-го тира в орка-охотника. Это будет сильно. Сейчас обратно предметы перекинул снайпером. Хочу посмотреть, что будет по итогу. Пока есть хп, могу поэкспериментировать с керри. Ну, никакой скорости атаки нету у этого ТБ. Кстати, в сегодняшнем патче ТБ немного нерфят. Но, правда, разработчики нерфят не то, что надо, но это как обычно. Да, магический плащ скипну. Мьёльнир, отлично. Мьёльнир вообще шикарно. И маленькие молнии закидываю в Траксу. Молнии шикарны тем, что когда меня будут бить, есть вероятность, что сработают молнии. И, соответственно, когда я буду бить, есть вероятность, что сработают молнии. Это очень много урона. Плюс скорость атаки. Так, жалко, что Мирана не закинула свой стан в Тинкера. Ну, в принципе, плевать. Плюс плевать. Там Абаддона никто не может забрать. Ну ладно, придется 4 морских ставить в любом случае. Буду резать ему щит. И если его никто не выкинет, то мне в идеале надо будет найти себе БКБ. Но я думаю, кто-то да выкинет его. По крайней мере, здесь есть ТБ. Здесь есть эльфы. Я думаю, кто-то да выкинет. Либо даже я выкину его. Марси, конечно, там плотная. Хорошие предметы у Марси. Так, Марси с такой расстановкой, это значит, мне надо в эту сторону всех перекинуть сейчас. Потому что на той стороне в меня Марси прыгнет. Поэтому немного поменяем расстановку. Чтобы она в меня не прыгала. Вот это хитрый! Не, ну красавчик, красавчик, ладно. Ладно, красавчик. Обхитрил меня. Хорош. Хорош. Так, я, кстати, возьму алхимика, потому что алхимик будет давать минус броню. Я обратно сделаю расстановку сейчас. Не, ну, это было прикольно. Обхитрил меня. Так, ну жрец еще в игре есть. Ладно. Камень Кира, кстати. А чё, давайте делаем контент. Давайте попробуем. Упал камень Кира, сейчас сделаем приколюху. Смотрите. Вот так, вот так. Кто вдруг не знает, то она дает плюс 2 ценности. То есть плюс 2 монетки к цене продажи. И, соответственно, я могу фигуры по 8 монет кушать.
Ну и, соответственно, чтобы меня жрецы взяли под контроль, то нужно, чтобы жрец тоже был по цене продажи 8 монет. Либо же имел тоже либо отпечаток Кира, либо же, соответственно, шапку. Шапку второго тира, которая дает +1 цены продажи. Кстати, ТБшка вылетел. Отлично. Не, ну это сейчас будет сильно. Я, кстати, забыл сумку юзнуть. Начал ролиться и забыл сумку юзнуть. Ну ладно. Ай, какая красота. Надо тайды найти. Когда найду тайда, будет прям то, что доктор прописал. Я, кстати, наверное, Траксу попробую все-таки закерить. Медальон закину в Траксу. Мне кажется, Тракса будет посильнее. Знаете почему? Потому что у Траксы ж есть ее пассивка. Я думаю, благодаря этой пассивке там будет миллион урона и нормальная скорость атаки. Но там есть Хекс. Ай, не, ну Тракса, конечно, там огромная. 8300 хп и 1500 урона с руки. Блин, маски 5 тира не хватает. Но мне на самом деле надо бессмертие. Маска 5 тира, либо БКБ. Надеюсь, сейчас на 35-м раунде мне упадет мифриловый доспех, чтобы я смог закинуть в Траксу и эвейдить Хекс. Либо же БКБ. Один из двух предметов мне ну, 100% необходим. Ну, выглядит прикольно, по крайней мере. 1500 урона и 8300 хп. Сильно. Эмпреска, кстати, сюда. Раскрываем. Мне нужен тайд. Мне нужен тайд, мне нужен контроль, а вот и тайд, кстати. Морские, получается, мне не нужны. Пусть, не знаю, сейчас посмотрим, нужны ли или нет. Горн мне не поможет против эльфа. Надо предметы на урон. Криты нужны такие. Но мне надо сейчас под сейф. Урона у меня достаточно с руки. Наследие упало. Ну, в принципе, наследие не такое уж и плохое. Кстати, клинок тени. Омник. Вообще прекрасно. Я вот только не помню, Омник скидывает дебаф Хекса или нет. Вообще не помню, если честно. Да ну, 4 морские мне сейчас не нужны. Мне вообще не нужны морские. Там есть физический урон. Возможно, стоит поставить себе 4 духа будет. А мне места не хватит, да? 4 духа, если ставить. Хотя не, хватит. Но тогда мне придется удалить одного охотника, вдруг чего. Я, кстати, возьму клинок тени. Я не просто так его беру. Беру его чисто из-за того, что Марси бьет с руки. МКБ у нее нет. А куча уклонений — это прям то, что доктор прописал. Можно, кстати, еще будет друидов собрать, чтобы друидов схавать и получить очень много хп и урона с руки. Но мне нужен на самом деле тайд 2 звезды. А Омник не скидывает Хекс? Обалдеть. Я не знал, что Омник не скидывает Хекс. Печально. Печально. У него еще и Радик. Ой-ой. Нормально так его Тракса только что застрелила. На самом деле, а я сейчас особо париться и не буду. Мне нужен тайд 2 звезды, и мне нужен Омник 2 звезды. Никакие морские мне не нужны. Вообще. Ни грамма они мне не нужны. Так, яйцо есть, отлично. В тайда закидываем. Омник даст мне Фу! Короче, даст мне и физ, и маг сопротивления. И скинет там всякие дебафы по типу обезоружия. Жалко, конечно, что Хекс не скидывает, но на самом деле это баланс, потому что Хекс 5 тира ты не хочешь, как бы, чтобы тебе скидывали. Но выглядит это, конечно, сильно. Все, тайдуха у меня есть. Ай, не успел, он антимага под моего тайда поставил. А, ну, в принципе, антимаг сдох. Не, ну с тайдом сейчас будет попроще игра идти. Еще медузу бы найти в 2 звезды, чтобы она окаменение накидывала. Кстати... Секунду.
Так, ну у паучихи больше статов, поэтому я не буду ничего менять. Квапа. Ну мне тебе некуда квапа засовывать, поэтому я тебя скипну. А, все-таки мне не показалось. А я-то думал, а где Хекс? А он скипнул свой Хекс. На самом деле, он грубую ошибку сделал. То, что скипнул Хекс. Очень грубую ошибку сделал. Нельзя было ему Хекс скипать. Из-за того, что он скипнул Хекс, я его так легко сейчас выиграю. А я-то думаю, что происходит? Как так-то? Ой, как же мне плевать вообще. Ой-ой-ой. Нормально. Все? Не, ну это эпично. Смог реализовать камень Киры. И такую обалденную трексу. Да и в целом охотников смог реализовать. Давно такого интересного не было. Давно мне так не шло хорошо. Не, ну в принципе, за 3 попытки собрать себе таких охотников с камнем Киры, с таким количеством хп, с таким количеством винстриками денег, ну это то, что доктор прописал. Я считаю, это сильно. 33,5, экономика 525 золота. Как вам? 525 золота. Обалдеть. Не, ну это сильно, согласитесь, это очень сильно. Красота. Вот такой мне нравится. Не, ну, знаете, неделя страдать даже больше ради того, чтобы записать вот такие вот игры. Оно того стоит. Да. Красиво. Напоминаю, сегодня в 6 часов стрим. Всех жду. И, в принципе, добавить по игре мне нечего. Это классная игра. Все шло как надо. Я не ныл насчет того, что мне нужны двойные клыки. ТБшка не был, благо, огромный. Да, в принципе, все хорошо было. Вот ошибка эльфа в том, что он скипнул Хекс. Благодаря Хексу он меня убивал. Но тоже, у меня был клинок тени, который мне тоже неплохо помогал, потому что у Марси не было МКБ. Если бы у Марси было МКБ, то клинок тени это был бы бесполезный предмет. А так, мой клинок тени реализовался на 200%. Скорость атаки, уклонение, все то, что надо. Класс. На самом деле, если бы он еще, наверное, башер 4-го тира нашел, мне было бы плохо. С башером 4-го тира я бы в вечном стане стоял и вряд ли что-либо сделал. Марси. Может быть, если бы только бессмертие нашел, либо щит 5-го тира. Я думаю, даже щит 5-го тира. Под такую огромную траксу, у которой миллион хп, миллион урона с руки. Нормально. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк в поддержку данного ролика. Ну а если вы меня не подписаны еще, то обязательно подпишитесь. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!